Здесь вы можете посмотреть расклад на такую тему. Диалог с вашим мужчиной. Разговор с его душой. Что у него есть к вам сказать. Я буду использовать карты Ленорман для вас сегодня. И меня зовут Лена, а канал этот называется Ко-Лена. Если вы позволите, я сегодня буду вашим тарологом. И мы просмотрим ваши отношения. Что он хотел бы вам сказать, если бы он знал, что вы не обидитесь на него? Какую правду он о себе хотел бы вам открыть? Какие у него планы на вас? И что у самого Господа Бога на вас? Что будет в будущем? Может быть, он о чем-то лжет, а может, что-то не договаривает. Зачем вы вообще встретились? Будет ли у вас будущее? Вот такое все. Позвонит ли и любит ли? Самое главное, его чувства. А сейчас на этих картах, и он вышел сразу, так что он на разговор готов. На этих картах мы сделаем предиагностику. Теперь ваша карта будет здесь. Мы ее найдем, да? И посмотрим подробно. Я вас приглашаю лучше немного загадывать, потому что если вы загадываете очень сильно, вы не даете абсолютно высшим силам возможность достучаться к вам, потому что вы уже как бы предопределили заранее все. Поэтому я советую просто как таролог с опытом, и все. И как ваш друг, конечно, потому что мы с вами дружим. Для этого я и помогаю вам, стараюсь. Я советую вам не особенно загадывать, а просто посмотреть расклад, и там будет видно. Ну вот, давайте просмотрим вначале его. У него здесь с одной стороны карта кольцо, и она у него за спиной. А это означает, что он готовит вам кольцо. Он давно уже все продумал, но он не знает, как вы среагируете на это все. Да и он хотел бы, конечно, просмотреть свое будущее здесь. Он смотрит вместе с вами, не сомневайтесь, потому что это квантовая жизнь такая у нас на Земле теперь настала. Да, она всегда была, но теперь мы просто больше ее ощущаем с компьютерами и так далее. Он смотрит на карту змея, он думает о том, чтобы дать вам кольцо. Змея – это его мысли, это его знания. Он думает, чтобы дать вам кольцо. Конечно, можно увидеть змею как карту негативную, но и карту позитивную, правда. Самое главное значение алхимической змеи – это повторяющееся движение, это смена. Змея меняет кожу, все новое и новое. Он все по-новому и по-новому размышляет на тему, как он вам представит этот. Кстати, если вы не женаты, он вам даст обручальное кольцо. А если вы женаты, это просто подарок. Кольцо – это просто подарок. Он вновь и вновь, змея-то вновь и вновь продумывает обстоятельства, как он даст вам этот подарок, что это будет за подарок. Он вновь и вновь ищет вам подарок, присматривается и готов вам вообще дарить подарки всю жизнь. Это самое главное значение карты змея, и здесь я вам его протрактовала. Но это может быть и негатив, конечно. Потому что принято вот в народе, как змея, это что-то плохое. А еще раз повторяю, по эзотерике змея – это неплохое, наоборот, это исцеление. Сам Моисей показал змею на палке, чтобы исцелить людей, то есть вернуть их к жизни. Да? Ну ладно, скажем и про плохое. Это может быть соперница. Это может быть соперница. То есть он может видеть плохих людей, но думает о хорошем, о чем-то, понимаете? Может, перед его глазами тоже ваша соперница, которая мельтешит в своей нарядной одежде. Это только у некоторых. Змея – это может быть негатив, который идет на него, но он защищается от него. Кольцо – это защита. Это, как помните, Ви и такой был Хама. Ну, вы знаете, есть такая новелла, это рассказ такой у Гоголя. Наверное, даже не новелла, это короткий рассказ. Но он гениальный совершенно. И там четко проставлено, как все это происходит с глазом этим, да. То есть пока у Хамы был этот круг, и он не боялся, то есть он не выходил за этот круг ни мысленно, ни физически, он был в безопасности. Но как только он открыл двери, вот это случилось. Поэтому, может быть, на вашем мужчине есть негатив, но он под защитой высших сил. Теперь посмотрим на вас. Вы смотрите на ключ, вы какие-то свои проблемы решите. Здесь будет подсказка, как их решить на этом раскладе.
Это очень хорошо. И ключ от чего? От дома. Вот это не хочется убирать. Это нужно сделать, из этого нужно, конечно, оберег. Вы мечтаете о доме с ним. Это карта дома. Она такая не совсем ясная здесь, потому что это лесной домик. Но если перевести на человеческий язык, лесной домик – это ваш, с ним, интимный, приватный. Никто не имеет права вмешиваться. Ваши дела, ваш дом, ваши отношения. Вот это все в этой карте. И вы смотрите на ключ от этого дома. Так что вот здесь расклад можно было и закончить. Змеи все уходят, потому что есть протекция высших сил. Он вам дарит подарки, хочет их дарить вновь и вновь. Напомню вам, что змея – это повторяющееся движение. А вы получаете ключ от общего дома с ним. И все счастливо складывается. Как этого достичь и, может быть, какие препятствия нужно будет пройти. Все покажет расклад, который я сейчас сделаю для вас. Расклад для двоих, называется «Вокзал для двоих» в некоторых источниках, но это древний расклад, его не сочинил никакой человек, потому что расклад для двоих – это древний расклад, который сделала сама природа человека. Потому что сколько человек есть, столько мы хотим заглянуть и посмотреть, что будет дальше. Да? Итак, карты очень большие, я сделала так, чтобы было все видно. Итак, смотрите. Ну, что можно сказать, да? Карты гадают, как обычно, и здесь без комментариев, можно сказать, без слов, можно, да, и так выразиться. Замечательно совершенно. Вы найдете ключик к нему, а он найдет ключик к вам. Вот такое понимание того, что вы здесь видите. Это с его стороны ключ, и он находит ключ к вам. Вы же находите ключик к нему. Карта коса, и она вышла у вас в мыслях. Давайте немножко подумаем. Посмотрим и подумаем, девочки, с вами. Порассуждаем на эту тему. Почему так случилось, что у вас в голове столько волнений, столько тревог, столько, я бы сказала, даже где-то страданий, потому что коса – это то, о чем вы страдаете, о чем вы переживаете. Вы переживаете о том, что он, может быть, где-то пропал. Может быть, он перестал о себе говорить вам. Может быть, он как бы есть, но его мысли не с вами. Вы так думаете. Посмотрим, что у него. Посмотрим. Он о чем-то очень волнуется. Это карта Луна. Он переживает о чем-то, волнуется. Это его намерение в мыслях. А вы, потому что это женская карта Луна, он думает о вас, волнуется, переживает о вас очень сильно. Вот смотрите, это у вас за спиной. Это карта Медведь, карта мужчины. То есть он готов вас поддержать в любую минуту. Он готов вас поддержать, он готов сделать необходимые поступки. Он готов вам помочь. Опять вышла карта змея, и он смотрит на эту карту. То есть, другими словами, здесь, очевидно, на нем есть какой-то сглаз, на нем есть какая-то порча. Понимаете? Карты всегда очень откровенно показывают. Что-то такое есть. Вот это то, что будет между вами. Это клевер, а это говорит о встрече. Это говорит о встрече. У вас будет встреча по утренней дорожке, по ранней дорожке, то есть скоро, другими словами. У вас будет очень приятная встреча. Диамант, даймонд или же бубен по-русски. Это означает встреча очень важная. Встреча очень важная у вас будет, если какое-то препятствие между вами. Вышла карта кольцо. Может быть, у некоторых девочек, кто меня смотрит, он женат был или есть. Женат на другой, может быть, да? Был или есть. Если мы просмотрим, что перед этим в самой диагностике за ним была карта кольцо, а он смотрел на карту змея, может быть его, потому что повторились карты, и расклад требует, чтобы я это сказала, такое может быть, что у него еще есть препятствие, это его бывшая. Либо они расстались и до сих пор не могут поделить имущество.
либо он еще в связи с бывшей, с которой они, в принципе, ничего не имеют общего больше, не живут даже, может быть, физически, но живут материально, то есть их связывает какие-то материальные обязательства, их могут связывать дети общие, их может связывать общее прошлое, их тоже, вот верите или нет, может связывать агрессия. Очень часто, к сожалению, люди не знают, что агрессия связывает людей больше, чем любовь. Потому что при любви мы расслабляемся, и связь теряется. При агрессии мы напрягаемся, и связь становится токсичной. Даже заметили древние, и существует мой метод чистки, где мы знаем, что в вашем роду задержались все враги, они стали частью вашего рода. Потому что там была агрессия, была обида, была какая-то ненависть, была страшная боль. Если этот агрессор обидел вашего предка или ваш предок обидел кого-то, этот обиженный или обидчик, он становится частью вашей души. Таких обидчиков можно успокоить, но вы никогда не изгоните их из памяти своего рода, они всегда там будут. Так вот, имея это в виду, мы здесь можем посмотреть, что у него бывшая, к сожалению, может агрессивно присутствовать в его жизни до конца его дней. То есть он не любит ее больше, у него нет к ней ничего, он ее не хочет физически, он вспоминает это как кошмарный сон. И, наверное, вам неоднократно говорил, что он вспоминает ее как кошмарный сон. Но избавиться от этой памяти он никогда не сможет. Да, эта память будет притупляться со временем. Да, он будет работать над этим, потому что кому хочется быть несчастным, правда, девочки? Все мы хотим быть счастливыми. Но это будет на него каким-то образом влиять. Это будет на него влиять не только негативно, но и тоже позитивно. То есть он какие-то моменты своей жизни с вами будет сравнивать, обязательно будет. Но в хорошем ключе для вас, послушайте дальше. Он будет сравнивать вас с ней в вашу пользу и будет говорить, какое счастье, что меня судьба вознаградила за все мои страдания. Кстати, это можно взять наоборот, и может быть это ваш бывший. Но то, что я сказала, актуально, исходя из этого расклада. Итак, может быть, есть препятствия у некоторых. Кстати, кольцо – это не обязательно бывшее. Препятствием может быть что-то другое. Например, его обязательства перед бывшими детьми, даже если он не был женат. Обязательства перед престарелыми родителями. Обязательства перед своими делами, перед какими-то друзьями. Финансовые обязательства, может быть, у него ипотека. Обязательства касательно здоровья, потому что змея – это здоровье его где-то немножко подпорчено. Вот такие дела, девочки. Вот такие дела. Это не обязательно бывший, еще раз напоминаю. Может быть, вам встретится такой мужчина, который уже был женат, и он пострадал от этих отношений, кольцо и змея, очень сильно пострадал. Он ищет женщину, полную противоположность своей бывшей. Узнайте, кто была его бывшая, и посмотрите, есть ли у вас черты ей противоположные. Теперь еще такая вещь, стать кем-то невозможно. Вы узнаете, кто была его бывшая, и станьте собой. Но если вы сумеете и найти в себе, и они у вас есть черты, которые не такие, как у нее, а полная противоположность, вы этого мужчину выигрываете однозначно и сразу. Он готов вам подарить сердце. Вот теперь это все видно. Вот видите, не зря я при диагностике думаю так, если еще раз выйдут такие карты, тогда я скажу зрителям, тогда это будет правильно. Потому что уже в самой предиагностике было видно дом, ключ, и он, было видно, что он вас любит. И так и есть. Это карта сердца. Он все равно к вам придет, он к вам стремится, он вас обожает. Смотрите. Это то же самое, что и карта дом. Только это карта АСТ. Это абсолютно то же самое, что и карта дом. Так что можно с уверенностью сказать сердце, АСТ. Теперь, когда мы считаем вот этот ряд, о бывшей речи больше не идет. АСТ – это перемены в личной жизни в сторону брака и его любовь к вам. Все, все. Я теперь уже, опираясь на то, что вышло, могу вам точно сказать, что если у него и были предыдущие отношения, если и он был в треугольнике, теперь уже он однозначно решил в вашу сторону, потому что у вас в доме АСТ. И это ключевое все.
его любовь к вам. Ключевая – это самое главное, да? В переводе на нормальный такой человеческий язык, ключевой – это самое главное. Вы для него самый главный человек, и он выбирает вас. Это замечательно совершенно. Я, кстати, еще хочу сказать, что он смотрит на змею, а это значит, сделан был какой-то ритуал. Посмотрим, или это так. Да, это карта сад. К сожалению, это так. Был сделан какой-то ритуал. Змея – это, конечно, колдовство. На него, поскольку это сад, общество, кто-то, может, его бывшая ходила к колдуну или сама сделала что-то дома. Но она сделала где-то 80% таких женщин делают что-то сами дома, чтобы облегчить свою боль. Она, конечно, змея, с ним поступила нехорошо. Они просто сошлись разные люди, но ей это тоже больно. И она сделала этот ритуал, если сама, чтобы облегчить свою боль. 20% пошли к колдунам, и это уже очень злые люди. Если она пошла к колдунам, она действительно желает ему смерти, она очень плохой человек. А вот, конечно, колдун будет наказан, это безусловно, и также и обратка, это все никто не отменял, все высшие силы делают автоматически, потому что высшие силы тоже хотят спасти ее и колдуна, поэтому возвращают им их дерьмо, чтобы они имели шанс искупить вину. Поняли, да? Я в других видео много об этом разговариваю. Да, был сделан на него ритуал, был. Но это не ключевая штука. Ключевая штука – это ключ между вами. Что важное? Мы смотрим по диамант здесь. Это самая главная фигура в этом раскладе. Мы смотрим, и мы видим, что самое главное – это то, что у вас общий дом, вы женаты, и он вас обожает, он вас любит. Мы посмотрим, вот это медведь, мужчина. Какая карта здесь будет? Смотрите. Это карта гроб. О чем она говорит? Сейчас он еще этого вам не говорил. По какой причине он молчит? Карта лиса. Ему советуют не говорить вам этого. Может, советует мама, может, советуют друзья. Может быть, лиса говорит о том, что он хочет найти и сказать это в какой-то определенный период своей жизни. И пока еще он не нашел времени, не нашел нужного момента. Это гроб и крест. И теперь уже все понятно стало. Девочки, на него влияют тоже предки рода. Да, здесь, конечно. Я могу сказать, что некоторые из моих слушателей попали в сложную ситуацию, когда на их человека может влиять не только какой-то человек, который его возненавидел, это может быть бывшее. Здесь на него тоже влияют предки его рода. Медведь – это тотемное животное по мужской линии, на него влияет, потому что когда у меня в раскладах выходит крест и гроб вместе, это всегда влияние предков. То есть крест – это влияние, это тяжесть от тех, кто уже ушел. Да, так читается легко в двух словах. Крест – влияние от тех, кто уже ушел. Они на него влияют очень негативно. Мы посмотрим дальше. Но я могу сказать, что и на вас влияют предки вашего рода, потому что мало того, вы смотрите на него, и ключевое то, что у него характер может быть изменен, поскольку предки влияют, плюс он пережил какую-то драму личную до встречи с вами. Но также крест и гроб с вашей стороны. И здесь однозначно, что и на вас влияют предки вашего рода. Что я могу предложить? У меня есть бесплатные чистки на канале «Чистки и защита». Вы не должны этого делать. Но если у кого есть желание, можете это сделать, вам только на пользу пойдет. Вы можете посмотреть этот расклад через дня 3, через примерно 3 дня, из 33, примерно через 3 дня. Или сон приснится, или вы почувствуете, как ангел стоит за спиной и просто положил руки на плечи. И как-то так шея, особенно шея, у вас зажим в шее и в плечевом корпусе. Зажим этот прошел, как-то вот такое чувство. Успокоились. Это чувство произошло от того, что расклад этот сработал для вас как ритуал. Я вижу влияние очень сильное, влияние темных сил сильное, и оно по роду перешло. Вы и поэтому с ним встретились, что вы притянули себе подобного мужчину. Вы к себе притянули мужчину, у которого тоже есть такая родовая проблема. Это хорошо, вы спросите, или плохо? Я сразу скажу, и то, и другое. Плохо то, что вам нужно пересмотреть свою родовую историю и ее где-то исправить, отпустить, то есть выздороветь. Это хорошо, что вы выздоровеете, но нужно пройти через вот это некомфортное состояние.
Но хорошо в том плане, что если вы это сделаете вместе с ним, вас не разольешь водой. Потому что свидание будет скоро, будет счастливое свидание. С ним будет общий дом, и вы с ним будете женаты, если еще не женаты. Если вы с ним женаты, и вы еще никогда не рассматривали идею общей жизни, я вам сразу скажу, что эта идея возникнет, и она воплотится в жизнь. Чего же он так сильно боится? Потому что змея – это тоже страх. Чего же он так сильно боится? Он боится действительно этих предков. Он боится, что история повторится. Он знает историю некоторых своих предков, и она его очень пугает. Он боится, что родовая история проявится и повторится в нем. Вот такие у него страхи. Карта звезды говорит о том, что у него много страхов. Луна и звезды вместе. Конечно, Луна светит тогда, когда звезды есть на небе, да, делает его страхи двойными. Он боится, что повторится то, что было у него с предыдущей женщиной. Это его очень пугает. Он стал очень подозрителен к женщинам. Он перестал доверять женщинам. Он перестал открываться перед женщинами. Он уже не раз открылся перед женщинами перед этим, и всегда он, как сказать вам, чтобы вы глубоко поняли эти карты, да, и всегда некоторые над ним смеялись даже. Вот эта, с которой он жил, она просто имела, она психически была больная, она имела какой-то вздорный характер, но, скорее всего, даже была психически больная. Я спросила, какие у Бога планы на вас. Девочки, несмотря на вот эту всю катавасию и очень драматичную ситуацию, планы, которые у Бога на вас вот здесь в центре, а это клевер, ключ и кольцо. Все, забудьте о бывшей, забудьте. У некоторых девочек он был женат раньше, и так на него влияет бывшая. Но центр этого расклада говорит о том, что у Бога планы такие: счастье, совет да любовь, кольцо, взаимопонимание, кольцо, желание помочь друг другу, обязанности, выполненные друг для друга, обязательства и тесные отношения, кольцо. И это самое важное для него и для вас сейчас было, есть и будет всегда. Вот такие у Бога планы на вас. Что он хотел бы изменить? Он хотел бы, чтобы ушла вот эта порча, ушел этот негатив от бывшей, или же ушел его страх. Родовой страх, скорее всего. Он это хотел бы изменить. Он вас обожает. У вас коса в голове, и она рядом с лисой. Здесь можно однозначно сказать, что вы немножко сами себя запутали и запугали. Я надеюсь, что этот расклад расставит все по полочкам, разложит для вас. Не бойтесь ничего. Потому что если вот такой оберег, это то, что между вами, вам не стоит бояться этих страшилок. Да, они есть. Я о них много рассказала. И то, что мы рассказали о них, это тоже убирает страх, я надеюсь. Я уверена в этом, что уберет, если вы позволите страху уйти. Зачем вы встретились? Чтобы вы помогли ему, а он помог вам. И вы были счастливы вместе. Это самое главное. Вы были счастливы вместе. За этим вы встретились. Если он где-то пропал, не звонит, скучает ли он по вас? Луна вообще это четкая карта, что скучает, страдает, тоскует за вашей нежностью женской и мечтает о вас. Луна и звезды именно в вопросе, скучает ли он, скучает по вас и хочет быть с вами. Это однозначно. Ему не дает покоя мысль, что у него уже в жизни была трагедия, он боится ее повторения. Эта мысль действительно не дает ему покоя. А намерения его очень простые. Это счастливый дом с вами и тесные отношения на всю жизнь. И сейчас что с ним происходит? Конечно, происходит с ним сейчас то, что он пытается избавиться от негатива. Он пытается освободиться от того, что его угнетает. Он пытается прийти к вам. В ногах у человека, это самое главное в этом раскладе, что в ногах, это то, что ноги будут делать, да, куда идти. Он будет стремиться к вам, показывать свою любовь. А вы будете стремиться строить дом с ним. Очень хорошо. Если шанс на отношения, вы спросите, вот с такой середины, это 100%, 1000000%, я бы сказала.
Если вы спрашиваете, выйдет ли он на связь, он вам вечером напишет. Напишет обязательно. Если он вас обидел, вы спрашиваете, осознал ли он, потому что я вижу косу, поэтому задаю такой вопрос. Вообще раскладу нужно задавать вопрос, не только отдельной карте. Да? Отдельная карта – это позиция в раскладе. А вопросы нужно задавать, кстати, всему раскладу. Но я учитель по Ленорман, кому-то интересно, так что обращайтесь, кому надо, уроки. Осознал ли он, что вас обидел? Он вас обидел, потому что в голове у вас лиса, вы думаете, что он лжет, обманывает, и думаете, что он нарушил ваш покой и нарушил отношения. Осознал ли он? Понимаете, когда у человека вот такая тоска, и когда он показывает, что он вас любит, и хочет даже вам подарить что-то, это точно, он, конечно же, это осознал. Вот такая вещь, да. Как он будет себя вести, самый главный вопрос, как он будет себя вести. Посмотрите, уйдет негатив. Это очень хорошо. Самое главное, что для него сейчас нужно, это избавить его от негатива. От негатива бывшей. Вы знаете, на бывшую, на чужой роток не накинешь платок. И самое главное, что он должен знать, что... Давайте эту карту посмотрим, потом расскажу. Ну да, корабль, конечно. Конечно, негатив уйдет. Самое главное, что нужно знать из расклада, что невозможно изменить другого человека. Невозможно. Поэтому на вопрос, как уйдет негатив, когда уйдет негатив, один ответ. Когда он даст ему отойти, когда он выдохнет, когда он скажет, что мне делать с этим, пусть там где-то как на эти мусор от себя отодвину и буду продолжать дальше жить. Но ему разбили нервную систему. На вопрос такой, как он будет дальше себя вести, давайте я возьму две карты, которые вышли. Просто не было места, я их так отдельно разложила. Крысы и корабль. Отойдут крысы. Он избавится от этих крыс. Корабль – это когда уходит что-то. Уходят эти крысы. Уходит негатив. Как изменится его поведение? У него из головы уйдут вот эти мухи, тараканы, да? И, скорее всего, извините, но тараканы есть тоже у вас, потому что, да, обида была сильная, но она резонирует с прошлыми обидами из прошлых жизней у вас. Вот эта резонация делает такую безумную частоту, у вас даже сердце так пух-пух-пух. Вот так вот бьется сердце. И у вас уйдет негатив. Это вообще, когда уходит так, крысы уходят, понимаете, крысы уходят, и у вас уйдет негатив, и у него уйдет негатив. А когда это произойдет, вы будете просто счастливы с ним. Когда уйдет негатив. Уйдет скоро, потому что корабль – это карта очень мощная. Корабль – это перемены. Перемены какие будут тут? Что уйдет, вот это обида ваша на него. Кстати, он на вас не обижается. Обижаетесь вы на него больше, чем он на вас. И это уйдет. Давайте совет возьмем. Да, вот карты гадают, да? С этого все начиналось в раскладе. Это карта дом. Понимаете, ключевой дом. И ключ был в раскладе, и дом был в раскладе. В начальном, в предиагностике. С этой картой все начиналось. Это карта дом. Совет вам. Совет да любовь, другими словами. Потому что кольцо, дом, ключ под картой дом и клевер. Вам совет да любовь. Вы будете с ними еще счастливы. Но, конечно, приходится проходить трудности. Вообще без трудностей человек не может ощутить счастье. Даже есть такая теория, что те дети, которые рождены в очень богатых семьях, но не просто в богатых семьях, где поколениями там у них установилось, да, как растить детей, а как бы второе поколение богатых людей. Обычно эти дети, они не имеют вкуса жизни, у них тяжелая судьба. Потому что они не знают трудностей. Если у людей, как 10-е поколение богатых, у нас такого нет, потому что у нас это советская история, да, но в других странах наблюдали ученые, если 10-е там поколение богатых, то есть эти люди знают, что детей нужно растить в скромности, они должны понимать, что такое труд, что такое бедность, смотреть на других, заниматься благотворительностью, там быть сдержаны. И все равно
у людей, у которых 10-е поколение богатства, все равно бывают такие выродки, то есть дети, которые ничего не хотят делать, они знают, что все у них есть и будет, они не испытали ничего, не прошли через трудности. Я бы сказала выродки, но на самом деле это люди с тяжелой судьбой. Нам они кажутся выродками, потому что мы, советские люди, думаем, ну вот, жиру бесится, да. Но есть такой другой закон, о котором я сейчас говорю. А второе поколение людей, которые вот их родители разбогатели, тяжело работали, да, там днем и ночью. Эти родители думают, ну, они так сильно настрадались, что они думают, ну, мой ребенок не будет страдать, и все дают своим детям. Эти дети 90% несчастные люди, ну, или какие-то привязанности страшные имеют, или просто несчастные люди, потому что они не понимают сладость жизни. Сладость жизни – это когда человек все-таки какие-то испытания перенес, даже пусть незначительные. Ну, например, принц и королевская семья в Англии, да, они должны были пройти обучение в университете, жить со всеми на кампусе, быть скромными, они должны были это пройти. Они должны были ехать в бедные страны, где-то помогать. Они должны были, как, например, по-моему, в Афганистане Хэри был, вот такое все, да. Они должны были это пройти. Не только, чтобы помочь другим, это их имидж, конечно, да. Но мы должны знать, что для нас эти знаменитости просто архетипы, мы не должны их боготворить. Но в основном они это делали для себя. Родители делали это для детей, чтобы дети их имели вот эту сладость, потому что они увидели хотя бы немножко горького. Так и у вас здесь. И он, и вы увидели горькое. И вы понимаете это горькое, потому что родовая история у вас трагическая, и у него трагическая. Он даже прошел через отношения очень токсичные с той женщиной, которая могла на него даже навести порчу. Вы знаете, потому что вы частички квантовые, оба вы, потому что вы уже любите друг друга. Я должна вам сказать, что, скорее всего, и у некоторых моих слушателей, и у вас была трагедия, трагическая любовь. Или был бывший, который вас унижал и просто самооценку понизил до уровня 0. Но это может быть, вот в моем случае, я даже не жила с этим человеком, но мне самооценку человек понизил на 10 лет вперед. Когда мне было 20 лет, так меня унизил, да. Что нужно было долго над собой работать. И я когда-то вспоминаю, ну вот Бог миловал, да, но в любом случае, и когда-то вспоминаю, когда я делаю расклады, у меня такое сострадание к девочкам, моим подружкам на YouTube, которые пострадали намного хуже, чем я. Например, 10 лет жили в токсичных отношениях, или их унижали, даже, может быть, физически, издевались над ними. В такой тюрьме психологической прожили или в физической тюрьме. Как этим девочкам тяжело, какие страдания. И у меня здесь есть и те, и другие девочки. Так что не только он перенес тяжесть прошлого, но и вы. И поэтому сладость эта у вас будет очень сильная. Вы будете просто понимать, любить друг друга, потому что поймете, что такое спокойная, сладкая жизнь, когда есть вот это нежное чувство любви. И мне очень приятно вам сказать, что вот негатив крысы уходит, потому что корабль – это перемены, когда негатив уходит. Так что этот негатив с вашей пары уходит. Ну вот такой получился диалог с вашим мужчиной. Довольно мощный. Вообще Ленорман всегда мощно показывает. Даже не знаю, что здесь оставить как оберег, потому что эти все 4 карты, они очень-очень хорошие. Я оставлю 2 и буду делать сбор расклада. Девочки, ставьте, пожалуйста, лайки. Это такая ненавязчивая благодарность за расклад. Если я даже скрасила ваш вечер, и вы что-то, даже одно слово, которое вам помогло, поскольку слово лечит. Понимаете? А это слова были не мои. Если кто понимает, что слова высших сил, да, тоже хочется еще и это добавить. Если кто понимает, что это слова высших сил, тот человек будет счастлив. Огромное спасибо, что комментируете. Кто не может комментировать, вам просто нужна почта в Google. Это gmail.com. И больше ничего, и вы сможете комментировать, девочки. Почта это бесплатная, ее можно в Google и открыть. Просто в поиск вбейте gmail.com и выйдет. Хочешь иметь такую почту? Хочу. Это не стоит ни копейки.
А вот, может, кто не знает, я говорю. Девочки, я преподаю Ленорман. У меня уроки очень популярные, и они недорогие. А еще я очень щедрый учитель. Новые уроки вы получаете по ссылке, которая дается вам навсегда в пользование. Новые уроки вы получаете бесплатно, они добавляются по ссылке просто. Так что Ленорман может для вас сделать? Именно мои уроки, именно мои, я не знаю ни про что другое. Учитель должен быть щедрым, вот такой, как я, да. Вы лечите психику свою. Ну, а кто просто обожает карты и жить не может без того, чтобы их раскладывать, вы можете стать предсказателем. Всех очень люблю, всех моих слушателей обожаю, так стараюсь для вас, так хочу, чтобы вы были все счастливы, залечивали свои раны из прошлого и были счастливы в доме с мужчиной вашим, с нежным другом. Да? Мужчина – это нежный друг. Забирайте своих двойников. Вот некоторые девочки спрашивают, не поняла про двойников. Девочки, смотрите мои видео. И мальчики тоже. Мальчики, вы тоже люди, да? Конечно. Я там говорю, как это сделать. Голограмма. Голограмма – это оболочка. Вот ваша ладошка. Сюда поместите себя, только маленького. Вы же знаете, как вы выглядите. И скажите, я хочу, чтобы ты узнала всю правду. И туда раз, потом его, и туда раз. А потом, когда закончился расклад, его назад сюда. Возьмите сразу пару и себя раз. Посмотрите на них, и они сразу войдут в вас назад. А двойник – это не опасно, наоборот, полезно. И кто-то там скажет, какие-то тысячи просмотров. Девочки, ну это же не стадион я собрала, правда? Нет. То есть каждый меня смотрит тет-а-тет в своем доме. Поэтому я говорю с вами лично. По этой причине квантовые расклады такие на YouTube, они лучше, чем заказанные, на мой взгляд. Всех обожаю, люблю, всем желаю счастья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И увидимся с вами на моем следующем видео. Если у вас есть желание, вы можете посмотреть 1000 видео на моем канале. Просто нужно нажать на название канала, вы на канал попадете, и там все для вас. Открывайте любое видео, которое вы почувствуете для вас. Смотрите его и получайте знания, которые вам нужны будут. Правда? Ну вот, до новой встречи. Пока.